Здравствуйте всем! У меня на канале в сентябре месяце уже выходило видео о скульптурах в городе Гродно. Под ним было оставлено много комментариев, в которых вы делились своим списком интересных скульптурных объектов. О некоторых из них я совсем ничего не знала, поэтому решила дополнить информацию и снять второе видео на эту тему. Ну что ж, не будем затягивать, приступим! Гитара Владимира Высоцкого. Раньше здесь стоял стенд с описанием и фотокадрами из киноленты, но сейчас почему-то пусто. Почему, не знаю, будем надеяться, что возможно на реставрации. А история такова. В 1966 году на экраны вышла кинолента «Я родом из детства». Музыка и тексты песен принадлежали Высоцкому. Две песни он исполнил сам, а роль танкиста Володи для него стала началом кинокарьеры. А вот и уникальный факт, который удалось найти в интернете. Оказывается, именно в Гродно во время съемок картины была сделана первая профессиональная запись песен Высоцкого в студии со специальным оборудованием. Тогда была записана большая часть написанного им к концу 1965 года репертуара. И этот фильм стал первым, в котором артист исполнил свои песни сам. И решением ЮНЕСКО «Я родом из детства» войдет в 100 мировых фильмов о войне. Так что, кто не смотрел, чем не повод. В 2018 году в центре города появился новый арт-объект, посвященный фильму «Белые росы». Гости и горожане с удовольствием фотографировались у кованой коляски, установленной на улице Тельмана. Именно здесь снимался эпизод, где герой фильма Василий останавливает покатившуюся коляску. Узнаете кадры? На этом самом месте, только деревьев тут в 1983 году, когда снимали фильм, конечно, было побольше. Кстати, тут тоже куда-то исчез стенд с информацией и кинокадрами из фильма. И если мимо проходит турист, то вообще непонятно, кто забыл коляску и почему она тут стоит. Так что очень хотелось бы, чтобы тот, от кого зависит принятие этого решения, стенд на место все-таки вернул. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Хлебное дерево на улице Дзержинского. Вот про него я сама не знала. Написала подписчица. В 2019 году скульптурная композиция, выполненная в виде хлебного дерева, с булками, баранками, ватрушками вместо плодов, появилась около здания хлебозавода на пересечении улиц Островского и Дзержинского. Судя по табличке и описанию рядом, каждого, кто прикоснется к караваю возле дерева, ждет исполнение желаний и богатая жизнь. И думаете, я так сделала? Вот даже в голову не пришло. Это я сейчас, когда озвучиваю, все это вспоминаю. Вот интересно, хоть ты обратно едь. Открытие состоялось накануне празднования 80-летия Гродно хлебпрома. Авторами скульптуры стали гродненские мастера Юрий Мацко и Геннадий Бергер. Короче, поеду, наверное, как погода будет. А кто-нибудь здесь был? Вообще лайфхак рабочий? Памятник основателю ботанического сада, на месте которого сегодня расположился парк, Жану Эммануилю Желиберу. Он был установлен в 2007 году. Автор памятника – скульптор Владимир Пантелеев. Прототипом создания скульптуры стал единственный сохранившийся бюст, который был создан еще при жизни Желибера. Он был французским ученым, медиком и просветителем. С помощью мецената Антония Тезенгауза он основал первое высшее учебное заведение на территории Беларуси – Гродненскую медицинскую академию, которая находится недалеко отсюда. Достаточно пройти вглубь парка, и его еще называют Дворец Четвертинских. И согласно плану города Гродно 1780 года, территория ботанического сада составляла более 30 тысяч квадратных метров. И через 3 года после основания сада он считался одним из лучших в Европе и насчитывал более 2000 видов растений. Давыд Городенский. В конце 13-го, начале 14 веков гродненский староста, военачальник великого князя литовского Гедемина. Точное его происхождение неизвестно. Историками выдвигаются различные версии. В немецких летописях его называют костеляном или смотрителем Гродненского замка, а в псковской летописи князем. Памятник установлен в 2018 году на пересечении улиц Замковой и Давыда Городенского. Внешность Давыда неизвестна, поэтому скульптор Сергей Аганов не стал подробно изображать его лицо. Памятник сделан автором из редкого белого гранита, который добывают только в Башкирии. По легенде, Городенский не проиграл ни одной битвы, коих было немало, и последний поход князя был нацелен на Бранденбург, цитадель крестоносцев. Но случилось непредвиденное. Мазовецкий рыцарь Анджей Гост, подкупленный крестоносцами, во время привала проник в шатер полководца и нанес Давыду смертельный удар кинжалом в спину. Тело героя войны на своих щитах принесли в Гродно и похоронили его, согласно легенде, на высоком берегу Немана, недалеко от Калужи.
На улице Мостовой у входа в сквер установлена арт-инсталляция МОВА. Сегодня она, пожалуй, является самостоятельной достопримечательностью города. Проект был реализован благодаря компании А1, и такие же арт-буквы были установлены в Гомеле, Бресте, Могилеве и Витебске. В интернете заявлена информация, что здесь можно получить бесплатную точку доступа в Wi-Fi. Ну что ж, мною лично проверено. Бесплатную нельзя. После входа регистрации предлагают заплатить. И только для СМИ РБ бесплатно. Но я не рискнула нажать эту опцию, потому как я физическое лицо, а белорусы у нас в общей массе народ законопослушный и честный. И бесплатные точки есть только для посетителей ближайших кафе. Так что, если очень надо, зайдите, и будет вам счастье. А арт-инсталляция интересная и давно уже стала местом для необычных фото. Ладья на сад. Если пройти в арку под замками и спуститься по лестнице на набережную Немана, то внизу стоит весьма необычный памятник. Это ладья на сад. И ее история, а точнее ее прототипа, тот еще детектив. В 1930 году при раскопках на Замковой горе была найдена предположительная шахматная фигурка XII века – ладья на сад, это самое. И всего известно более 30 шахматных фигур XII-XIII веков, которые археологам удалось найти на территории Киевской Руси. В основном это деревянные, костяные или каменные какие-то абстрактные фигурки, и только 5, подобно Гродненской, выполнены в изобразительной манере. Древний мастер сделал ладью на подставке из светло-желтого камня с зелеными прожилками, и ладья выставлялась в одном из залов Гродненского историко-археологического музея, украшала буклеты, экспозицию древности и считалась по праву одним из символов музея. Так вот, в 2004 году она была похищена. Неизвестно, представлял ли грабитель точную ее цену или просто захватил на сувенир. Увы, под стеклом, где она находилась, не было сигнализации. Начались оперативно-розыскные мероприятия. Но на аукционах ладья не всплывала, уж простите за каламбур. Тогда решили, что она была похищена по заказу в частный музей. И вот неожиданно, спустя 4 года, в интернете появляется объявление «Продам фигурку». Фото ладьи, соответственно, и цена в 2 миллиона рублей. На тот момент, уточню, это около $900. Ладья бесценна, но, вероятно, грабитель все же этого не предполагал. Сотрудники КГБ выходят на связь, договариваются о встрече и во время сделки задерживают продавца. Им оказался 21-летний молодой человек. Но вернемся к скульптуре. Изготовил ладью в 2016 году известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. В основании скульптуры огромный валун, найденный в окрестностях города, а сама ладья изготовлена из старинных дорожных блоков. Парк каменных скульптур в сквере Дружба в Калужском парке. Многие из вас писали, что в первой части видео я именно с нее и начала свой рассказ о парке скульптур, а саму работу не показала. Ну что ж, справедливое замечание. Исправляюсь. К тому же работа действительно интересная. Именно она появилась в парке первой в 2013 году. Ее автор Владимир Пантелеев, и скульптура имеет название «Песня о Каложе». Помимо нее в парке представлены еще 8 каменных работ. Некоторые из них весьма необычные. Приходите, посмотрите сами. К тому же осень – лучшая пора, чтобы гулять в парках. Вот такое видео получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, какие скульптуры в городе Гродно нравится вам, каких не хватает, по вашему мнению, или, может быть, всего достаточно. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.